Здравствуйте. Вы на канале Новости БП. С вопросом, как так получилось и кто давал разрешение на застройку, наш корреспондент отправился в отдел строительства Акимата Туркестана. Но там от проекта поспешили откреститься. На строительство этих домов из бюджета денег не выделяли, это инвестиционный проект. Разрешение дают в Управлении архитектуры и градостроительства, говорит Алмаз Байжанов, заместитель руководителя отдела строительства Туркестана. Однако и в названном управлении получить вразумительного ответа журналистам не удалось. «Мне срочно нужно уходить. Я сейчас выйду», заявил, услышав вопрос Айдас Кентугаев, начальник отдела архитектуры и строительства Туркестана. И, как и обещал, ушел от журналистов. Журналисты битый час прождали чиновника, но тщетно. Не получив ответа в городском акимате, журналисты направились в областной акимат. И встретили там все того же Айдоса Кентугаева. «У меня через 8 минут совещание, пропустите меня. Я позже вам все скажу», сказал Айдас Кентугаев, начальник отдела архитектуры и строительства Туркестана. И снова ушел от ответа. К слову, интерес у нас относительно строительства элитного городка вовсе не праздный. Один из чиновников не на камеру обмолвился, мол, земли действительно изымал акимат, а не застройщик. А как известно, акимат может изымать, выкупать земли, если речь идет о государственных нуждах. Напомним, согласно пункту 2 статьи 84 Земельного кодекса РК, земельные участки для государственных надобностей могут выкупать в следующих случаях. Если имеется международные обязательства. Под нужды обороны, особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. В случае обнаружения под участком месторождения полезных ископаемых, кроме общераспространенных. Для строительства дорог, линий электропередачи, связей магистральных трубопроводов, а также других объектов, имеющих государственное значение при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов. Если речь идет о сносе аварийного и ветхого жилья, грозящего обвалом, обрушением, в соответствии с генеральными планами городов и иных населенных пунктов. Схемы зонирования территории и иная утвержденная в установленном порядке градостроительная или землеустроительная документация. Не исключено, что изъятие и строительство ВИП-городка соответствует генплану. Именно это мы и надеялись услышать от чиновников. Вот только никто нам этого говорить почему-то не захотел. Потому-то и закрадываются сомнения относительно законности строительства элитного городка на территории, изъятой под госнужды. Тем временем на этом месте возводятся элитные коттеджи, стоимость которых оценивается не в десятки, а в сотни миллионов тенге. Строит это жилье частная компания. А поскольку вживую чиновники как города, так и области общаться с нами отказались, мы направили в акимат области официальный редакционный запрос. Надеемся, ответы таки прольют свет на эту странную историю